Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, как правильно подобрать витамины для щенка, какие и в каких количествах. Вопрос о том, какие витамины давать, возникает одним из первых при приобретении щенка. Сейчас все понимают, что витамины очень нужны, что без них никак нельзя обойтись, и что витамины надо обязательно давать всем. И щенкам, и взрослым собакам. Более того, практически все люди, а не только владельцы собак, считают себя экспертами в этой сфере, что очень запутывает понимание этого вопроса. У многих хозяев животных принцип один. Если чуть-чуть щенок заболел, то надо давать ему витамины. И чем больше, тем лучше. И чем дороже, тем тоже лучше. Давайте более подробно рассмотрим эту тему и разберемся, где здесь правда, а где домысл. Для того, чтобы лучше понять, зачем, а самое главное, в каких количествах нужны витамины, давайте еще раз вспомним, какую роль они играют в организме. Итак, любой живой организм – это по сути великое множество биохимических реакторов, в которых происходит окислительно-восстановительная реакция. Окислительная реакция – это, попросту говоря, горение. Причем горение, которое происходит при температуре в 37 градусов, в среднем. Для того, чтобы эти реакции протекали нормально, необходимы вещества, которые бы обеспечивали этот процесс. В принципе, этим-то живой организм и отличается от других термодинамических систем, что химические реакции протекают в нем при температуре около 37 градусов, плюс-минус. Если в природе окисление органических веществ требует высокой температуры, достаточно для образования пламени, то в живом организме окисление происходит при температуре, как я уже сказал, около 37 градусов. Такая низкая температура для организма необходима, ведь при более высокой температуре, более 40 и выше, наблюдается разрушение белковых молекул, и организм гибнет. Наиболее наглядным примером разрушения или денатурации белков может служить превращение сырого яйца в вареное под влиянием высокой температуры. То же самое может произойти и с тканями человеческого организма при температуре выше 40 градусов. В процессе эволюции закрепились механизмы, позволяющие осуществлять важнейшие химические реакции при температуре человеческого тела. Все биохимические реакции являются каталитическими. Без сильных катализаторов при температуре человеческого тела они были бы невозможными. Биологическими катализаторами являются ферменты или энзимы. За каждую биохимическую реакцию в организме отвечает как минимум один фермент. Ферменты в организме образуются из коферментов, а сами коферменты образуются из витаминов. Каждый витамин, попав в организм, присоединяет к своей молекуле несколько молекулярных остатков, свободных радикалов, и превращается в кофермент. Как видим, витамины выполняют в организме роль ускорителя биохимических реакций. С чем это можно сравнить? Например, вы растопили печку или камин, а дрова горят как-то слабовато, сыроватые они. Чтобы дрова разгорелись интенсивнее, то можно подложить в печку какие-то вещества, которые ускорят горение. Например, можно плеснуть горючей жидкости, которая бы вызвала более мощный огонь, и даже сыроватые дрова будут гореть хорошо. При этом можно, конечно, и печку взорвать, если не иметь опыта и понимания, как это делать. Вот так и с витаминами. Если бездумно их применять, то можно тоже нанести урон живому организму. Конечно, природа в процессе эволюции позаботилась о том, чтобы животные были обеспечены витаминами в полной мере. Часть витаминов поступает с кормом, часть синтезируется в самом организме животного. Плюс к этому животное где-то травку скушает или найдет какую-то другую пищу, в которой находятся необходимые организму витамины, микро- и макроэлементы. Вот так и обеспечивается баланс витаминов в организме в дикой природе. То есть, если животное живет в своей естественной среде обитания и имеет достаточно необходимой и разнообразной пищи, то там имеется достаточное количество всех необходимых веществ, в том числе и витаминов. Эволюция эволюцией, но, во-первых, животные живут в совсем других условиях. Теперь животные двигаются значительно меньше, а значит и калорий им надо меньше. Следовательно, и количество корма должно быть меньше. Но вот им витаминов надо наоборот больше, чтобы поддержать обмен веществ на должном уровне. То есть, исходя из этого, мы уже видим, что необходимо обеспечить дополнительное поступление витаминов в организм животного. А во-вторых,
На все это накладывается тот факт, что человек при выведении пород собак на протяжении многих веков, можно сказать, очень сильно поиздевался над генотипом животного. И теперь понятие «сбалансированный собачий корм» понятие очень относительное. Невозможно подобрать сбалансированный корм, даже используя натуральные корма. Необходимо дополнительное введение витаминов. Поэтому в сухие корма дополнительные витамины вводят. Следует учесть, что производители кормов создали специальные рецептуры кормов, сбалансированные и по энергетическому составу, и по витаминам, и по микро- и макроэлементам. Не только для отдельных видов собак, но и для каждого возраста, для щенков, для взрослых собак, для собак, страдающих ожирением. Также существуют специальные диетические корма. В идеале для каждого животного индивидуально подбирается своя формула корма. Иногда даже методов проб и ошибок. Даже самая идеальная формула корма может не подойти вашему питомцу. Может быть какая-то индивидуальная непереносимость, например. Поэтому корм надо, что называется, подбирать вручную. Если собаки содержатся на натуральном корме, то состав корма подбирается вручную заводчиками на протяжении многих лет на основании научных данных, собственного практического опыта, наблюдений, ну и, конечно же, опыта других заводчиков. Итак, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что дополнительное введение витаминов в рацион щенка очень необходимо, так как в современных условиях в организме животного всегда наблюдается витаминный дефицит. Как правильно подойти к вопросу обеспечения щенка витаминами? Подход здесь должен быть следующим. Первое. Понятно, что надо обеспечить сбалансированное кормление щенка. Это касается как кормления сухими кормами, так и кормления натуральными кормами. В сухих кормах, если это корма супер премиум класса, как правило, должна быть соответствующая формула с дополнительным введением витаминов и других веществ, макро- и микроэлементов. Эта формула подбирается под физиологические потребности животного. Если же щенку дают натуральный корм, то этот витаминно-минеральный баланс должен быть подобран вручную. Можно давать витамины, но лучше всего давать поливитамины. В них подобран весь необходимый баланс. Второе. Не надо бояться, что дачей витаминных комплексов на протяжении 2 недель, а как правило столько времени производитель рекомендует давать витамины, вы сможете как-то нарушить соответствующий баланс. Да, излишек жирорастворимых витаминов может накапливаться в организме и может вызывать определенные нарушения. Но для этого требуются очень высокие дозы витаминов, в которых нет в витаминных добавках, и достаточно длительное время их приема. 2 недели – это не есть длительный период, а в остальном организм устроен слишком тонко и грамотно. И уже он-то знает свое дело. Все, что нужно, он заберет, а все, что не нужно, вообще выведет из организма. Степень обеспеченности организма витаминами можно сравнить с неполным стаканом. Если в неполный стакан налить воду, то вода в стакане дойдет до края, и дальше вода будет просто выливаться через верх. Вот такая же приблизительно ситуация наблюдается и с витаминами. Дача витаминов на протяжении 2 недель пополнит недостающий запас витаминов, а излишек выведется с организма и не принесет вреда животному. Если в организме животного большой витаминодефицит, то понятно, что пользы от дачи витаминов будет больше. А если в организме животного наблюдается небольшой витаминодефицит, то польза от дачи витаминов будет меньше. Вреда животному вы, конечно, этим не причините. Это будет, что называется, деньги на ветер. В этом случае вы просто пополните организм животного небольшим количеством витаминов, а все лишнее выведется из организма. Уровень обеспеченности организма щенка витаминами зависит прежде всего от сбалансированности кормления и степени физических нагрузок. Сейчас на рынке очень большое предложение различных витаминов и добавок. И на вопрос, а какие же витамины лучше всего применять, то мой ответ будет следующим. Давайте животному витамины, проверенные временем и владельцами животных, заводчиками. Особенно прислушивайтесь именно к опыту заводчиков. У них есть бесценная информация на предмет того, как действуют те или другие витамины на ту или иную породу на протяжении всех возрастных периодов жизни животного. Самое главное, не ведитесь на рекламу, что те или другие витамины обладают какими-то чудодейственными свойствами. Ну и понятно, что
за это стоит заплатить баснословные деньги. Согласен, что есть хорошие витамины, но, к сожалению, нет чудодейственных. А теперь подведем итоги. Первое. Витамины щенкам с профилактической целью давать надо. Что касается дачи витаминов с лечебной целью, то здесь надо обязательно советоваться с врачом. Некоторые болезненные состояния животных и витамины, которые надо при этом давать, мы обсудим в наших следующих видеороликах. Второе. Если будете соблюдать инструкцию по применению витаминов, то вы не сможете причинить животному какой-то вред. Самое главное, что витаминные комплексы с самого начала их применения не должны вызывать каких-то аллергических реакций. Витамины, как и корма, надо подбирать индивидуально. И помните, что цена не всегда определяет качество витаминов. Вот и все по данному вопросу. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. И до новых встреч!